Главные новости этого дня. Колоссальная трагедия произошла в мире российского шоу-бизнеса и культуры. Пресс-служба комитета сообщает печальные новости о известном композиторе Игоре Крутом. Игорь Яковлевич Крутой, который последние 2 недели находился в московской больнице после нападения, которое произошло на поминках известного композитора и члена комитета Вячеслава Добрынина, стал жертвой дерзкого преступления. Игоря Крутого, который последние несколько дней находился в тяжелом состоянии, сегодня утром перевозили из московской больницы номер 24 в институт Склифосовского для проведения срочной операции. Однако в момент выезда кареты скорой помощи с территории больницы произошло непредвиденное событие. К шлагбауму к черному входу медицинского учреждения подъехали неизвестные на 3 мотоциклах и 2 черных иномарках со скрытыми номерами. Они преградили путь машине скорой помощи, где находился композитор Игорь Крутой, водитель, охранник и 2 лечащих врача. Уже позже водитель скорой помощи 40-летний Сергей Носков, который остался в живых после нападения, сообщил, что он попытался покинуть больницу обходным путем и вывести медицинский персонал и больного через запасные ворота, а также вызвать подкрепление. Однако это ему не удалось. Преступники на иномарках окружили автомобиль скорой помощи. В результате трагического нападения преступников погибла медсестра 55-летняя Лиана Карасева, а также охранник Сергей Степанов, который до последнего сражался за жизни своих товарищей. Водителю скорой помощи все-таки в последний момент удалось выехать с территории больницы, однако не без трагических последствий. Тяжелые ранения в область живота и спины получил известный композитор Игорь Яковлевич Крутой, который находился в салоне скорой помощи. На данный момент он находится в критическом состоянии. Преступники по горячим следам задержаны не были. Полиция считает, что нападение на Игоря Крутого не связано с его профессиональной деятельностью, так как Игорь Яковлевич не является членом антикоррупционного комитета. Существует версия, что семья Игоря Яковлевича Крутого задолжала крупную финансовую сумму криминальным авторитетам и не смогла ее вовремя выплатить. К слову сказать, что несколькими днями ранее трагически погиб в Санкт-Петербурге сын Игоря Крутого. Смерть сына Игоря Яковлевича также связывают с криминальными происшествиями. В эти дни в антикоррупционном комитете Никиты Михалкова проходят важные мероприятия. Глава организации Никита Сергеевич сообщил, что на данный момент в организации по борьбе с преступностью и коррупцией проводятся розыски предателя. По данным Никиты Сергеевича Михалкова, в комитете есть сотрудник. Вероятно всего, он работает в организации уже долгое время, и он на постоянной основе сообщает всю важную информацию о работе антикоррупционного комитета врагам и недоброжелателям организации. Никита Сергеевич заявляет, что очень сложно подозревать людей, с которыми работаешь длительное время. Однако на данный момент сопоставляются все факты и трагедии, чтобы вычислить предателя в антикоррупционном комитете. Против известного российского актера Артура Смольянинова, который на данный момент проживает за рубежом, возбуждено уголовное дело. Артиста в первую очередь обвиняют в распространении ложной информации о спецоперации. По данным Следственного комитета, Артуру Смольянинову грозит до 7 лет лишения свободы. Сегодня ночью скончался известный советский и российский актер, заслуженный артист России Анатолий Гридин. Анатолий Гридин ушел из жизни в возрасте 94 лет. Артист хорошо известен широкому зрителю по таким фильмам, как «Женитьба Бальзаминова» и «Анюта». Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.